Салют, people, с вами Human. Ну что, Asus заявила, что уходит с России, а это очень популярный бренд в РФ. И кстати, тут один китаец хотел контрабандой провести аж 160 процессоров, а при этом компания ARM будет сокращать штат. Ну а как вы хотели, Nvidia же денег не дала, сделка не состоялась. И в то же время игроделы Stalker убирают с полок игру для россиян, а Samsung при этом поднимает очень нехилое бабло. Не как TSMC, но все же. Ну и под конец скажу вам пару слов о видеокарточках Intel Arc Alchemic. Итак, согласно официальному пресс-релизу, руководство компании Asus обеспокоено своей деловой репутацией, и именно поэтому поддержит санкции против России. В принципе, уход Asus он был предсказуем, потому что правительство Тайваня, они неоднократно заявляли о намерении полной блокады РФ, в том числе с помощью прекращения продаж любых товаров. Но и не забываем, что неофициально остров Тайваня это те же США. В итоге потери российского рынка от ухода такого крупного игрока, они будут действительно существенны, потому что Asus входит в тройку крупнейших поставщиков компьютерных комплектующих и видеокарт. Но сроки ухода тайванцев пока что не указаны, поэтому не значит, что за них уйдут завтра или через неделю или через месяц. Непонятно. И как раз таки, чтобы уточнить эту информацию, журналисты обратились в Asus за разъяснениями, но не получили точных данных. Например, не ясно, что будет с сервисным обслуживанием, и также непонятна ситуация с гарантиями, не говоря уже о сотнях сотрудников, которые работали на тайваньскую компанию все эти годы. Так что поглядим. Да, уйти от китайской таможни пытаются не только крупные компании, но и частные лица. В последнем отчете от MyDrivers, проект MyDrivers, китайские таможенные органы смогли взять под стражу человека, который пытался сбежать со 160 процессорами Intel, которые были прикреплены к его телу. Ну, то есть там скотчем или как-то так. И по сообщению от Videocards, этого человека уже называли ходячим процессором или человеком-процессором. Причем, что интересно, буквально вчера мы с вами говорили за видеокарты XFX, которые специально задекларировали по-другому, ну, дешевле, чтобы уплатить еще меньше пошлины и налогов. В итоге, человека поймали со 160 процессорами. Эти чипы включали в себя цепешки как 11, так и 12 поколений, которые, естественно, пользуются достаточно большим спросом. Может, не везде, конечно, но тем не менее. В большинстве это были Intel Core i5 12600KF, который сейчас продается по цене 2099 юаней, ну или 330 баксов США. Поэтому 160 единиц таких процессоров будут стоить больше, чем 50 тысяч долларов. И более того, помимо процессоров у человека также изъяли 16 телефонов-раскладушек. Не знаю, кто им еще пользуется, но тем не менее. Если вам интересно, то я процитирую вам прям подробно, как зафиксировала китайская таможня вообще вот происшествие, как все это было. В итоге, 9 марта таможня конфисковала въездной багаж пассажира, скрывающего центральный процессор. Примерно в час ночи того же дня мужчина по имени Цзэн въехал в страну через таможенный канал без декларации. Вот прям канал без декларации так называется. Все это происходило на пункте досмотра в порту Гунбэй. Сотрудники таможни обнаружили сразу, что его осанка при ходьбе какая-то была ненормальной, и остановили для просмотра. После дальнейшего досмотра сотрудники таможни изъяли в общей сложности 160 процессоров и 16 сложных мобильных телефонов, которые привязаны скотчем на внутренней стороне икры, а также талии и животе. Сейчас же дело находится в дальнейшем рассмотрении в соответствии с действующими законодательствами, и таможня напоминает, что предметы багажа, которые физические лица ввозят и вывозят из страны, должны быть ограничены их собственным использованием и разумным количеством и, естественно, подлежат таможенному контролю. А в отношении тех, кто уклоняется от таможенного контроля путем личного сокрытия или хранения предметов, что представляет собой контрабанду, то, естественно, таможня будет расследовать юридическую ответственность в соответствии с законом. Да, увы, человечку не фартануло. И, кстати, подобные случаи, они не единичные, да и явно не все фиксируются. Но причина, в принципе, понятна. Высокое налогообложение и пошлина. Поскольку антимонопольщики и активисты не позволили Nvidia купить ARM и вложить в ее развитие серьезные средства, теперь британскому разработчику приходится искать альтернативные пути развития. Владеющая ее активами японская компания SoftBank по-прежнему желает выручить хоть какие-то средства, и текущий план подразумевает возвращение акций ARM на биржу, причем не лондонскую, а нью-йоркскую. И в итоге британские таблоиды начали распространять информацию, которую, естественно, позже подхватило и агентство Bloomberg. И вот, во внутреннем письме ARM руководство британской компании сообщило сотрудникам, что собирается сократить численность персонала почти на 1000 человек. Естественно, инженерные должности будут затронуты в меньшей степени, но зато ARM придется проститься с частью сотрудников не только в Великобритании, но и в США, потому что выход на биржу — это ответственное мероприятие, и компания с не очень благовидным финансовым положением вряд ли привлечет инвесторов. И именно поэтому ARM спешно проводит оптимизацию затрат, в результате которой, естественно, страдает и фонд оплаты труда.
Тем временем, неделю назад все игры производства украинской студии GSC Game World исчезли из продажи в Steam. Более того, недавно представители студии прояснили, как будут обстоять дела с предзаказами Stalker 2. Если коротко, то все очень не очень. Ранее оформленные предзаказы на цифровые издания игры, они, конечно, сохранятся, а вот последующие уже не принимаются и приниматься не будут. Ну, естественно, это касается людей, которые находятся на территории России. Что же касается физических изданий, то их россияне не получат, даже если уже оформили на предзаказ. Так что, если есть желание вернуть деньги, если делал кто-то предзаказ на физическую, скажем так, версию, то необходимо обратиться в магазин, где происходило оформление. И, кстати, вы уже, наверное, в курсе, если подписаны на мой телеграм, если же нет, подписывайтесь. Там уже было сказано, что то, что раньше был большой такой хайп, когда было написано, что Shadow of Chernobyl, то теперь поменяли на Чернобыль, то есть, скажем так, украинский вариант. Если вы вдруг не в курсе этой новости, welcome в телеграм. Далее, у нас есть недавнешний отчет от TrendForce. Он подвел итоги 4-го квартала прошлого года на рынке услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. И да, хоть выручка Samsung Electronics в нем фигурировала с учетом выпуска продукции для собственных нужд, то есть для себя, да, любимых, все же со второго места корейского гиганта никто потеснить не смог. И более того, Samsung по сравнению с третьим кварталом даже увеличила свою долю с 17,2% до 18,3%. И в целом, чтобы просто понимали, 70% рынка контролируется как TSMC, так и Samsung, то есть вместе взятых. А если мы возьмем с вами вообще топ-5, то это 90% всего рынка, всего охвата. Кстати, по сравнению с третьим кварталом прошлого года, компания Samsung увеличила выручку на приличные 15,3%. Ну и, ребятушки, ранее на сегодня это касается видеокарточек Intel Arc Alchemic. На 30 марта запланировано мероприятие, где и обещают показать первые модели видеокарт Intel. Правда, это будут решения для ноутбуков, а ПК-версии стоит ждать во втором квартале 2022 года. В итоге, вице-президент и руководитель подразделения Intel Visual Compute Group Лиза Пирс сообщила, что первой дискретной видеокарточкой Intel на рынке станет Arc A370M. В публикации отмечается, что эта модель обеспечит двукратный прирост производительности, если мы сравним с интегрированной графикой. И да, данное заявление основано на сравнении производительности двух систем, и этого непосредственно в Metro Exodus с разрешением настроек 1080p и с графическим API DirectX 12. И нам любезно предоставили в пример две системы, она не подробная, но тем не менее. Первая из них, она на базе Core i7-12700H и Arc A370M, ну а вторая Core i7-1280p и встроенный Iris Xe с максимальной доступной на текущий момент конфигурацией 96 блоками EU. Но пока что на данном этапе продолжается работа по оптимизации графических процессоров как для драйверов, так и для софта и других приложений. Ну, ребятушки, такие дела. На сегодня у меня для вас все. Ну а с вами, как всегда, был Human, и как всегда, если у вас есть возможность, кайфовой вам игры.